Всем здорово, с вами Орущий Динозавр, и сегодня мы рассмотрим такую проблему, как загрузка оперативной памяти на 100%. Вот ни с того ни с сего бывает. Играешь, раз, прям компьютер зависает, или иное включенное приложение зависает, и все, и спасает только перезагрузка. Нажимаем Ctrl-Alt-Del, там мы видим такую ерунду, что невыгружаемый пул у нас, к примеру, под все там 16 гигов из 16 гигабайт уже имеющейся памяти. И в принципе вся память вот эта оперативная загружена на 100%, то есть 16 из 16 гигов. Что же, из-за чего же, как говорится, эта вся хренотень происходит? Да и все просто. Если у вас сетевой контроллер Killer E2400, как у меня, то, скорее всего, дело именно в драйверах, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. Объясняю с самого начала. К примеру, вы играете в игру и видите, что игра у вас просто нахрен вообще зависает. И компьютер просто или дергается, все на нем изображение, или просто он прям на место стопорится и все. Для того, чтобы понять, что дело все это в оперативной памяти, нажимаем Ctrl-Alt-Del. Вот так вот. Диспетчер задач. Выбираем производительность. Вот эту ячейку память выбираем. Ну, в норме обычно в играх там используется, может быть, 8 там, гигов памяти. Ну, бывает там 5. Вот. И остается свободное как бы пространство. Вот у меня, к примеру, 16 гигабайт оперативной памяти. DDR4 2133 МГц. И вот сейчас, в принципе, у меня приложений так особо много не запущено. Там браузеры запущены. Вот у меня 4 гигабайта жрет, как говорится, памяти из 16. Память загружена на 26%. И вот здесь важный также элемент — невыгружаемый пул. Вот невыгружаемый пул в норме должен быть где-то, ну, может быть, 300 метров, 400, 270, вот так, ну, в среднем как бы значение. А бывает, когда именно невыгружаемый пул, вот, блин, под 15 гигов загружен, под 16, можно сказать, гигов, и оперативная память просто забита вся на 100%. Вот в интернете я копался, почти нигде не нашел этой фишки. Вот сам, говорится, ну, там на одном форуме на каком-то нашел, как бы, вот решение этой проблемы. В чем же фишка? Если вы столкнулись с такой проблемой, даже если у вас самая крутая там память DDR4 стоит, все просто. Мы прям заходим в браузер. Если у вас, кстати, контроллер сетевой именно Killer E2400. Сейчас, кстати, покажу, как посмотреть, какой у вас сетевой контроллер. Да, кстати, материнская плата у меня MSI Gaming M5. И там стоит по умолчанию сетевой контроллер Killer E2400. Вот прям заходим в панель управления, оборудование, звук, диспетчер устройств. Здесь видим сетевые адаптеры. Вот, у меня сетевой адаптер Killer E2400. Прям, что мы делаем? Открываем браузер, пишем Killer E2400. Заходим на сайт киллера. То есть те дрова, которые вы устанавливали с диска, к примеру, вот на сетевое там оборудование, это все хрень. Вот я хочу сказать. Потом вам надо зайти на сайт Killer, именно, залезть в раздел Support, вот, Drivers, Downloads. И вот здесь Killer E2400. Прямо вот сюда Download, загружаем. Все, устанавливаем драйвера. И, дорогие мои друзья, все, проблема решена. То есть устанавливаете дрова на свой сетевой адаптер с сайта киллера, конкретно скачиваете. И все, у вас невыгружаемый пул становится, вот как у меня, 280, может, мегабайт. Память работает актуально, то есть именно будет загружено, ну, в играх, там, может быть, 7 из 16, там, или там 4 гига. Ну, то есть на 100% вот такой глюк у вас, так скажем, пропадет. То есть вся фишка именно вот из-за сетевого контроллера, из-за драйвера сетевого контроллера. Вот как бы я столкнулся с такой темой. То есть обновляете драйвер на свой сетевой контроллер, и все у вас восстанавливается. Ну а с вами был Орущий Динозавр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч.